Я был бы, вероятно, свидетелем многих великих открытий, например, вечного двигателя, универсального лекарства и способа определения долготы. Как связаны эти слова с вот этими часами, а также с эпидемией оспы, Гавайскими островами, Гринвичской обсерваторией и Золотой цепью, которые наградили Галилея, но которые ему так и не досталось. Я взял эти слова Джонатана Свифта из «Приключений Гулливера» в качестве эпиграфа, потому что наш рассказ пойдет про морской хронометр 6МХ. Пожалуй, самые необычные часы, которые выпускались, и, что самое интересное, по сей день выпускаются в нашей стране. Глядя на эти кадры, кто-то скажет: опять реклама, нарядили мужика. К этому мужику мы вернемся в конце ролика, а рассказ про хронометр начнем с того, чем часовщики помогли аборигенам. Ну почему абориген съели кука? За что не ясно, молчит наука. А помогли они тем, что обеспечили их обедом. Потому что кука съели только в 3-м плавании. Успешно совершить первые 2, да и в 3-м добраться до Гавайев ему позволило то, что на корабле была копия одного из хронометров Джона Гаррисона. Копия совсем не китайская, и цена подобных часов в то время могла доходить до трети цены самого корабля. 6МХ – прямой наследник тех хронометров. Он дешевле, около 1 000 000 рублей, при этом компактнее, точнее, надежнее. Это настоящий алмаз среди часов. Причем алмаз в прямом смысле слова. В качестве опоры оси баланса здесь использован не традиционный для часов рубин, а самый настоящий алмаз. Но вернемся к истории. Почему за часы в те времена платили такие сумасшедшие деньги? Потому что они позволяли избежать потерь, масштаб которых бывал просто катастрофическим. В 1678 году французская эскадра вице-адмирала Жана д'Эстре заблудилась в море и разбилась на рифах острова Авес. В 1707 шоком для Англии стала гибель эскадры Клодсли Шоуэлла. А скалы на севере Ла-Манша разбились 4 корабля, включая флагманский. Трагедия унесла жизни 2000 матросов и самого адмирала. Дело в том, что тогда не существовало надежных способов определения координат корабля. Широтой все было просто. Ее определяли по максимальной высоте Солнца, а для долготы решений не было. И это настолько мешало мореплаванию, что еще в XVI веке испанский король Филипп II назначил награду за решение проблемы долготы. Вознаграждение обещали также Голландия, Португалия, Венеция, Россия. В конце 17 века проблема определения долготы считалась неразрешимой. Не случайно Джонатан Свифт в Гулливере перечисляет ее наряду с вечным двигателем и универсальным лекарством. Но ученые не оставляли попыток. Именно для решения проблемы долготы была учреждена знаменитая Гринвичская обсерватория. Ей занимались самые выдающиеся умы того времени. Например, Галилей предложил способ, основанный на наблюдениях за спутниками Юпитера. За это правительство Голландии наградило его золотой цепью. Правда, походить с гимнастом на груди знаменитому еретику не довелось. Инквизиторы не позволили ученому принять награду. Кстати, в механизме часов 6МХ тоже есть цепь, правда не золотая. Она часть фузеи, специального устройства, которое выравнивает момент заводной пружины и делает его одинаковым независимо от того, насколько сильно она взведена. Это необходимо для достижения идеальной точности. Вот эта цепочка состоит из 868 мельчайших деталей. Почему важна точность и как часы связаны с кораблем? Долготу, то есть смещение корабля на запад или восток от нулевого меридиана, можно определить по разнице во времени наступления полудня на нулевом меридиане и в том месте, где находится корабль. Но для этого важно очень точно определить этот момент. На широте экватора погрешность в 1 секунду даст ошибку в определении координат примерно в полкилометра. Плавание может длиться несколько месяцев, и важно, чтобы все это время часы сохраняли достаточную точность. Морской хронометр – это часы, способные гарантированно обеспечивать эту высочайшую точность. Каждый из них проходит поверку и имеет паспорт с указанием всех характеристик. Погрешность 6МХ укладывается в 3,5 секунды в сутки. Кто-то наверняка напишет: «Мой Ориент ходит 2 секунды в день, если на ночь класть циферблатом вниз». Разница между самыми лучшими наручными часами и морским хронометром именно в слове «гарантировано». К слову, 3,5 секунды – это погрешность, заложенная в технических условиях. В реальности большинство хронометров выстраивается чуть ли не 0, в цифре порядка 1 секунды. По сути, это погрешность кварцевых часов. И опять к истории. Возможно, человечество так и осталось бы без хронометров, если бы не беда – оспа. Болезнь приковала к постели сына английского плотника Джона Гаррисона. Оставшись почти неподвижным, он увлекся конструкциями часов. А в 1730 году создал H1 – первые высокоточные часы. Затем последовали H2, H3, H4. Именно появление хронометров Гаррисона сделало мореплавание безопасным.
С годами хронометры стали компактнее и надежнее. Если самый первый из них весил 35 кг и был ростом почти с человека, то 6МХ – это небольшой футляр. Современная конструкция морского хронометра была разработана еще в конце 19 века. И хотя принципиально все они похожи, за выпуск столь ответственных вещей брались очень немногие компании. Созданием сверхточных приборов времени для моряков прославились такие фирмы, как Lang & Zone, Ulysse Nardin, и, кстати, у последнего якорь даже стал частью логотипа. Является ли советский 6МХ копией или самостоятельной разработкой, доподлинно неизвестно. Версий ходит много, однако точных данных нет. Производство 6МХ началось на первом МЧЗ имени Кирова в 1947 но один из старожилов отрасли рассказывал мне, что самый первый экземпляр был собран еще в 1943 году в Пензе, где во время войны находился НИИ «Часпром». И нам пора приглядеться к часам подробнее. Как именно обеспечивается точность? Про два решения мы уже рассказали. Это фузея, которая обеспечивает равномерность хода независимо от степени завода пружины, и алмазный подпятник. Но это не все. Начнем с коробки. Конструкция 6МХ включает специальный карданный подвес, который при любой качке сохраняет вертикальное положение механизма. Благодаря этому снимается проблема влияния гравитации, которая критична для наручных часов. Следующий элемент – баланс. Карданный подвес гарантирует стабильное положение часов, и высокая частота уже не важна. Баланс здесь делает 2 колебания в секунду, но обладает огромной инерцией. Он не похож на балансы наручных часов. Это не просто колесо, здесь использован так называемый разрезной биметаллический баланс. Специальный подбор металлов и конфигураций гарантирует, что при изменении температуры геометрия баланса и его инерция останутся стабильными. Совсем другая здесь спираль. Она не плоская, а цилиндрическая. Дело в том, что спираль наручных часов при раскручивании меняет свою геометрию, что приводит к искажениям в работе баланса. В отличие от нее, цилиндрическая спираль сохраняет свою форму. И здесь совсем другой спуск. Это особый хронометровый спуск, который гораздо меньше теряет энергию. Всего 6МХ состоит примерно из 1500 деталей. Полный цикл изготовления занимает до 1,5 лет. Наверняка у вас возник вопрос, а где выпускали 6МХ? Когда-то на первом МЧЗ, который большинство знает как завод «Полет». Помимо основного производства, там действовал цех мелких серий, где делали морские хронометры и другую уникальную продукцию. После развала завода начальнице цеха Ларисе Мартыновой удалось сохранить оборудование и коллектив. На базе цеха была создана компания «Полет Хронос», которая и по сей день продолжает выпуск 6МХ. Повторюсь, эти уникальные часы выпускают до сих пор, с нуля и до финального декорирования. Циферблаты, все детали корпуса и, разумеется, механизмы. Все делается на Полет Хроносе. Покупается только деревянный футляр. Китайского здесь нет ничего. Эти часы не поступают в магазины. Их делают под конкретного заказчика. На выполнение заказа вместе с тестированием уходит около 3 месяцев. Прежде чем часы получат свидетельство о заводской поверке, их 2 недели испытывают в различных температурных режимах и средах. Естественно, кто-то сейчас спросит, ну кто во времена ГЛОНАСС и GPS покупает такие приборы? Разумеется, чаще всего это коллекционеры или люди, которые любят море. Но стоят они и на кораблях для подстраховки электроники. Согласно Международной конвенции по безопасности на море, СОЛАС 1974, каждое судно должно быть оснащено хронометром. Без этого владелец не сможет оформить страховку, как на автомобиль без техосмотра. Так что 6МХ – это прежде всего настоящий прибор. Как настоящим был и капитан из начала нашего ролика. Это Александр Рыков. За его плечами 15 лет службы капитаном на различных торговых судах. А сейчас он капитан ледокола «Красин», который превратился в Санкт-Петербургское отделение Музея Мирового океана. Для Рыкова морской хронометр – это напоминание о море, о великих открытиях, о неразрешимых когда-то проблемах. И просто исключительная по красоте вещь. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч!